Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Space. В музыкальной индустрии 70-х прошлого века в основном преобладал рок. Но все же находились те, кто отказывался идти по протоптанной дорожке. Одними из первых исполнителей, которые положили начало электронной музыке, стала именно группа Space. Название коллектива напрямую отображает атмосферу их творчества. История группы насчитывает не один десяток лет, и как бы часто не менялся ее состав, ядром как был, так и остается Дидье Маруани. Вообще, жизнь полна удивительных совпадений. Например, есть в Париже одна примечательная квартира, недалеко от Елисейских полей. Не знаю, висит ли там памятная табличка, но именно в стенах этой квартиры родились два популярнейших электронных альбома второй половины 70-х. Сначала Жан-Мишель Жарр записал на кухне свой знаменитый «Oxygen». А как только Жар съехал, квартиру тут же снял другой французский композитор, все с тем же синтезатором под мышкой. Это был уроженец Монако Дидье Маруани. Уже в 5 лет он уверенно давил клавиши рояля, а в 10 начал сочинять собственные песни. Дидье Маруани называли еще «маленьким принцем» за романтическую внешность. Однако это прозвище еще и очень точно описывало его статус в неформальной табели о рангах французской эстрады. Потому что фамилия Маруани для французов такая же говорящая, как и для нас, допустим, Михалков. Клан Маруани был одним из самых влиятельных в французской музыке, начиная еще с 30-х годов прошлого века. Это были импресарио, музыкальные менеджеры и продюсеры. Говоря практически о любой французской звезде от Эдит Пиаф до Джо Дассена, мы увидим рядом кого-нибудь из членов этого клана. Кстати, фамилия Маруани не итальянского происхождения, как могло бы показаться. Клан Маруани – это перебравшиеся во Францию тунисские евреи. Отец маленького принца Морис Маруани, насколько я понял, прямого отношения к музыкальному бизнесу не имел, хотя был довольно состоятельным человеком. Однако для того, чтобы перед молодым парнем открылись двери, закрытые для других, достаточно было иметь таких дядюшек, как Жильбер и Шарли. Дядюшка Жильбер был одним из крупнейших французских музыкальных издателей, а дядюшка Шарли – импресарио Жака Бреля и Джо Дассена. Во время своей учебы в Парижской консерватории Дидье знакомится с одним из культовых французских интеллектуалов, поэтом Этьеном Рода Жилем. Он убеждает нового друга начать карьеру певца и дарит ему для песен с десяток своих текстов. Вскоре молодое дарование чудесным образом выигрывает поездку на музыкальный конкурс в Японию и даже завоевывает там какой-то приз. Учитывая, что преклонение японцев перед иностранными исполнителями в те времена было почище советского, то ему немедленно предложили записать несколько песен на японском. Так что первый диск Дидье вышел именно в Японии с песнями на 2 языках. Благодаря семейным связям Дидье начинает выступать на разогреве у французских звезд первой величины – Джонни Халлидея, Клода Франсуа и Джо Дассена.
при этом активно мелькая в телевизоре. Я думаю, фанаты Дидье Маруани со мной не согласятся, но в этот период своей музыкальной карьеры он, как певец, не представлял из себя ничего выдающегося. Вокальные данные его были более чем скромными, музыка – среднестатистический французский эстрадный шансон из того разряда, который интересен только самим французам. Однако отсутствие великих художественных достоинств молодой певец компенсировал своей ангельской внешностью, которая разила наповал дам среднего возраста. А также компенсацией служили довольно экстравагантные поступки, подчеркивающие, что Дидье непростой парень и многое может себе позволить. Вот, например, что писал о нем музыкальный журнал Hit Magazine в 1974 году. Если вы купили альбом Дидье Маруани, то посмотрите на фотографию внутри конверта, и вы увидите певца за своим фортепиано перед небольшим облаком. И чтобы сделать это единственное фото, Дидье арендовал в Париже пианино и позаботился о его транспортировке на вершину вулкана Везувия. Это говорит о том, что это фото всего лишь каприз. Il gronde des tempêtes et se mord les doigts. Ce soir il te chasse, tu t'en vas. Eva, tu as goûté aux fruits insensés et l'amour est né. Камешком, вызвавшим лавину, была сочиненная Дидье Маруани мелодия для телепередачи, посвященной астрологии, которую вела знойная Элизабет Тисье, магистр социологии, бывшая модель и актриса эротических фильмов, которая при этом еще увлекалась астрологией и в этом качестве даже консультировала впоследствии президента Франции Франсуа Миттерана. В одном из интервью Маруани разговорился сверхобычного и намекнул, что заказ на мелодию для передачи со стороны Элизабет был просто поводом для более тесного знакомства с молодым красавчиком-певцом. Неизвестно, достигла ли своего мадам Тисье, однако мелодию Маруани все-таки написал, но в передачу она по каким-то причинам не попала. По словам Дидье, промо получилось таким удачным, что его жалко было выбрасывать. Певец обратился к менеджерам своего лейбла Polydor с предложением издать сингл, но неожиданно натолкнулся на категорический отказ. Композицию сочли неперспективной. Менеджер и продюсер певца Жан-Филипп Ильеско помог Маруани решить неожиданно возникшую проблему и договорился с лейблом Vogue о выпуске сингла. Проект решили назвать Space, поскольку синтезаторные звуки навевали ассоциации с освоением космоса, футурологией и научной фантастикой. Музыкальные лейблы порой бывают не менее ревнивы, чем супруги, и не позволяют своим исполнителям ходить налево. Так и Дидье за шашни с другой компанией ожидала предусмотренная контрактом неустойка от Polydor. Проблема была решена тем, что свое имя Маруани скрыл за псевдонимом Экама, а лицо под шлемом стилизованного космического скафандра, который стал его сценическим костюмом на год с небольшим, пока не истек контракт. Композиция была записана в аккурат к ежегодной европейской медиавыставке, на которой она произвела большое впечатление на околомузыкальную общественность, и на Маруани посыпались заказы. Поймав волну, Ильеско и Маруани стремглав бросились записывать полный альбом, который был готов в рекордно короткие сроки. На его запись было потрачено не больше недели. Интересно, что несмотря на то, что на композицию Magic Fly был снят клип, где играет группа в полосатых купальниках в космических одеждах, никакой группы на самом деле еще не было. Весь альбом делался силами привлеченных музыкантов: Ролано Романелли,
еще одного французского пионера и энтузиаста электронной музыки, сессионного барабанщика Пьера Алена Деана и певицы Мэдлин Белл, которая исполнила единственную на альбоме песню. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После завершения контракта с фирмой Polydor, Дидье вместе с другими участниками снимают скафандры, а общее количество проданных дисков к этому времени достигает 12 миллионов копий. В этот период в составе коллектива произошли изменения. Приходят Джо Хаммер, Яник Топ и Джон Рино Эдвардс. Все они опытные музыканты. К примеру, Джо, американец, осевший в то время в Париже, был специалистом широкого профиля и помимо барабанной установки также неплохо разбирался в электронике и синтезаторах и даже имел профессиональный диплом Бостонской школы электронной музыки. И второй альбом группой был выпущен в том же 1977 году. Вероятно, решив, что предыдущий получился несколько легкомысленным и безыдейным, Дидье решил добавить концептуальности, включив первым номером в альбом довольно тяжеловесную песню под названием «Тюрьма», а завершала альбом гимноподобное «Освобождение». В остальном стиль группы особых изменений не претерпел, оставаясь все тем же искристым и незамысловатым спейс-диско. Продавался альбом, правда, похуже предыдущего, а самой известной композицией этого альбома, конечно же, стал инструментал «Бег по городу». В Дидье Муруани боролись стремление усложнить музыку и перейти в категорию солидных музыкантов и не потерять уже приобретенную аудиторию. Увы, но всем этим наполеоновским планам не суждено было сбыться, и третий альбом также плотно сидел на диско. Правда, двум песням удалось зацепиться за уши американских слушателей, а сингл «Моя любовь – это музыка» добрался до 60-й позиции Billboard. Тем не менее, удача отвернулась от французов, что стало причиной возникшего напряжения между Дидье Муруани и его менеджером Жаном Филиппом Ильеско. Если верить тому, что говорил в своих интервью Дидье, суть противоречий заключалась в том, что Ильеско не видел перспектив у проекта за пределами студии, а Муруани, напротив, грезил концертной деятельностью и стадионными шоу. Конфликт случился в 1979-м, когда Муруани, с его слов, договорился с мэрией Парижа о проведении огромного шоу у подножия Эйфелевой башни. Однако Ильеско в последний момент все договоренности отменил, чем вызвал ярость своего подопечного, который, судя по всему, попытался его уволить. Но тут его поджидал еще один сюрприз. Оказывается, название Space менеджер зарегистрировал на себя. Так что вопрос, кто кого должен увольнять, становился философским. В конце концов, проект покинул сам Муруани,
а тяжба из-за названия длилась потом более 10 лет. Группу возглавил Ролан Романелли. Однако без Дидье оставшаяся команда отработала без огонька, и четвертый альбом стал последним для группы. Ильеско вскоре вообще ушел с французского музыкального бизнеса и даже покинул Францию. Не исключаю, что это были последствия его недальновидного поступка по отжиму группы у Дидье Маруани. Электронная музыка первой пробила бреши в культурной войне 80-х. Пока ошеломленные Штаты сдавались под натиском Крафтверк, а Жан-Мишель Жарр взламывал китайскую стену, звездолет Маруани раз за разом уходил в глубокий рейд за железный занавес. Космические темы в его творчестве не могли не найти отклика в сердцах советских людей. И в то время сам Маруани не сидит сложа руки и создает новый коллектив, вместе с которым приезжает в 1983 году в Советский Союз. Во избежание юридических разбирательств с Ильеско тур организовывается под лейблом Дидье Маруани Space Parish France Transit. На подготовку гастролей тратится полгода. Помимо согласования маршрута и программы, команде необходимо решать техническую часть поездки. С самых первых шагов на территории Союза все музыканты и персонал находились под неусыпным вниманием КГБ и Министерства культуры. До сих пор в архиве ЦК КПСС хранятся бумаги, в которых задокументированы все действия французов на концертах и после них. Возмущение чиновников вызывало, что Маруани призывал милицию не мешать зрителям выходить на сцену и выражать свои чувства. А после выступления музыканты раздавали фотографии со своим изображением. Это вызывало нездоровый ажиотаж и приводило к нарушениям общественного порядка, пишется в служебной записке. И по завершении гастролей Министерство культуры получило указание на необходимость более тщательной подготовки и организации выступлений зарубежных коллективов. Сам Маруани вспоминает о том периоде с ностальгией. Открытие такой страны, как Советский Союз, он сравнивает с прибытием на новую планету. В 1987-м он снова приезжает в Советский Союз, чтобы осуществить свою мечту и записать хор Красной Армии имени Александрова для своего альбома. Через посольство музыкант отправляет сообщение Михаилу Горбачеву. В ответ глава государства желает музыканту успеха. И тогда Дидье просит о встрече с министрами культуры и обороны. И только после этого задуманное осуществляется. Диск вместе с космонавтами отправляется на станцию «Мир». А в 1992 году он устроит концерт на Красной площади в Москве. Французский коллектив стал первым зарубежным исполнителем, выступившим в самом сердце столицы. Численность аудитории составила 360 тысяч человек. До 1997-го коллектив выступает под именем Дидье Маруани and Space, а затем через суд Дидье все-таки получает право на использование названия Space. А в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в космос в 2011 году коллектив дает эксклюзивный концерт в Доме космонавтов в Звездном городке и в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие поддержали российские исполнители, а песня «Ура, Гагарин, ура!» исполнялась при участии космонавтов из других стран. Прошло, дабы вчера не вернул сознание, дабы внезапно.
Муруани жив и работает. Он уверен, что его творчество любят в бывшем СССР. У него даже есть свой блог в сети на русском языке. В начале 2019 года коллектив вообще проехал с туром по 10 российским городам в честь 40-летнего юбилея команды. Муруани всегда был неисправным романтиком, в отличие от законченных прагматиков Kraftwerk или витавшего в медиативных эмпиреях Жара. Показательно, что вся эта троица отцов-основателей так и не сумела вписаться в изменившуюся мировую электронную сцену. Выбранные ими стилистические рамки были узкие, и очень скоро слушатель нашел себе новых героев. Все их попытки вернуть былое влияние не принесли им успеха, но надо признать, что те новые герои ныне прочно забыты, в то время как работы первопроходцев электронной музыки перешли в разряд классики и слушаются как ностальгическое ретро.